Здравствуйте, зрители моего канала! Я продолжаю обзор своей коллекции фильмов на физических носителях, а именно на DVD. И в сегодняшнем последнем выпуске, посвященном DVD, будут издания от разных дистрибьюторов, которые были. Итак, я начинаю. И первый фильм — это картина Эмира Кустурицы с Джонни Деппом в главной роли «Аризонская мечта». Достаточно известная картина Эмира Кустурицы. В ней звучит песня In the Death Scar. Фильм «Аризонская мечта». Следующая картина — это фильм режиссера Джонатана Глейзера со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Фильм «Побудь в моей шкуре». Это фильм 2013 года. И Скарлетт Йоханссон здесь играет главную роль женщины, которая похищает и парализует мужчин. «Побудь в моей шкуре». Далее, следующая картина. Это фильм, известный с Эштоном Кутчером и Эми Смарт, «Эффект бабочки». Известный фантастический триллер, известная картина. Где главный герой может возвращаться благодаря воспоминанию в прошлое, изменять его, тем самым влияя на настоящее. «Эффект бабочки». Далее картина режиссера Софии Копполы по ее сценарию. Фильм «Трудности перевода» с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон. София Коппола за данную картину выиграла «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Далее фильм с Мэтью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях. «Далласский клуб покупателей». Также известная картина. За роли в данной картине Мэтью МакКонахи и Джаред Лето получили по Оскару за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. Далее картина Джона Фавро, независимая, «Повар на колесах». Здесь у нас снялись Скарлетт Йоханссон, Джон Фавро, Дастин Хоффман, София Вергара и Роберт Дауни-младший. Джон Фавро — это режиссер, который снял первые две части «Железного человека», «Книгу джунглей» и еще некоторые известные фильмы. «Повар на колесах». Далее фильм Брайана де Пальмы с Аль Пачино и Шоном Пеном в главных ролях. «Путь Карлито». Двухдисковое издание. На первом диске сам фильм, на втором дополнительные материалы. Далее совместная советско-норвежско-шведская картина «Мио мой Миа». Я уже показывал данное издание в некоторых видео. И это первый полнометражный фильм, в котором снялся Кристиан Бейл. Также здесь у нас снялся Кристофер Ли, Николас Пикард. Это у нас экранизация сказки Астрид Линдгрен.
Мио мой Мио. Далее еще один фильм с Джонни Деппом. Ромовый дневник. Именно на данной картине Джонни Депп познакомился с Эмбер Хёрд. Это потом привело к плохому. Ну, сейчас уже он уже развелся с Эмбер Хёрд, Джонни Депп. Далее фильм «Зачинщики». Это криминальная комедия. Здесь у нас снялись в главных ролях Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, Кристофер Уик, Кейт Маккинон, Лесли Джонс и Джейсон Судейкис. Далее фильм режиссера Джорджа Миллера, которого вы можете знать по серии про Безумного Макса. Это его картина «Масло Лоренцо», которая была также номинирована на премию «Оскар» в нескольких номинациях. Здесь у нас в главных ролях Ник Нолт, Сьюзен Сарандон. И данная картина основана на реальных событиях. «Масло Лоренцо». Далее фильм Мартина Скорсезе «Авиатор». В главной роли Леонардо Ди Каприо. Данный фильм выходил на Blu-ray. Собираюсь брать его на Blu-ray. Но пока данное кино есть только у меня в коллекции на DVD. А на Blu-ray это последний фильм, который выходил с русским на Blu-ray, которого у меня еще нет в коллекции. Следующее кино — это фильм Кевина Смита, картина «Догма», в которой снялись Бен Аффлек, Мэтт Деймон, Линда Фиорентина, Сальма Хайек, Алан Рикман и Крис Рок. Достаточно известная, хорошая картина в таком вот красном кейсе. Данное издание. Идем далее. И следующая картина — это фильм Майкла Чимина «Охотник на оленей», в которой снялись Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен и Мэрил Стрип. Данная картина выиграла несколько премий «Оскар», в том числе премию «Оскар» за лучший фильм. «Охотник на оленей». Далее фильм «Драйв» с актером Райаном Гослингом в главной роли. Известная картина. У меня данный фильм в двух форматах. Здесь показываю на DVD. Также в одной из предыдущих попаданий коллекции появилась данная картина у меня и на Blu-ray. Следующий фильм. И это картина Тома Тыквера. Достаточно известная, культовая. «Беги, Лола, беги». Так. Это у нас немецкое кино. Идем далее. И еще один победитель Оскара за лучший фильм. Картина «Танцующие с волками» Кевина Костнера. Дебютная режиссерская работа, за которую он получил премию «Оскар». Далее фильм, продюсером которого выступил Джеймс Кэмерон, фильм «Титаник», фильм «Санктум», от режиссера, продюсером который выступил Джеймс Кэмерон.
Далее фильм, еще один обладатель премии «Оскар» за лучший фильм. Картина «Артист» с Жаном Дюжарденом в главной роли. Это почти не мой фильм, и к тому же черно-белый. А почему почти не мой? Потому что в самом конце главный герой говорит, и становится понятно, почему в эпоху звукового кино он уже не может быть артистом спокойно. Идем далее. Следующая картина — это фильм достаточно минималистичный, «Погребенный заживо» с Райаном Рейнольдсом. Особенность данной картины в том, что на протяжении всего фильма главный герой в исполнении Райана Рейнольдса лежит закопанный в могиле. Райан Рейнольдс, «Погребенный заживо». И из последних пополнений, которые были, это «Джонни Мнемоник» с Киану Ривзом. Такое вот издание известного фильма с Киану Ривзом из 90-х годов. Далее фильм «Залечь на дно в Брюгге». Это фильм Мартина Макдона, дебютный фильм. Здесь у нас снялись Колин Фаррелл, Брендан Глисон и Рэй Файнс. Такой вот диджипак. Далее картина М. Найта Шьямалана с Брюсом Уиллисом «Шестое чувство». И, наконец, последнее. Это фильм «Каждый деньги два ствола». Дебютный фильм Гая Ричи. В таком вот слипе представлено у меня издание. И такое вот оформление накатки диска с картами. Это были все Blu-ray. Это были все DVD, которых хотел вам показать сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Это было последнее видео, в котором просто показываю издание без какого-либо общего. А следующие видео будут посвящены либо какой-то теме, либо актерам и режиссерам. А на этом видео все. И пока.